50 проектов, которые навредят вашей компании. Первый проект, он напоминает о чем-то из детства, как бабушка готовила блинчики. Продвигает и не дает умереть естественной смертью. Мы даже на свадьбу опаздываем на несколько часов. Надеюсь, доживу. Я думаю, что ситуация изменится к лучшему. Кто-то делал, потому что кто-то начал, а потом как-то жалко это бросать дело, да? Он стоит $9 миллиардов и длится 9 лет. Нет, это можно быть и чудаком на букву «М», и шаг влево, шаг вправо считается отклонением и требует расследования. Навести порядок в целой системе. Разбирайся. Да, у нас это наоборот, у нас цветет бурным цветом это слишком много креативности. Все остальное — это плюшки. Всем привет, это подкаст про портфельное управление. А что, проектного вам было мало? Всем привет! Сегодня наш подкаст про портфельное управление. Меня зовут Анара Слабекова, я с Арабских Эмиратов, живу в Дубае, управляю портфелем HealthTech. Эрнар? Всем привет, меня зовут Эрнар Макижев, я из Астаны, занимаюсь обучением портфельному, программному, проектному управлению. Наша коллега Юлия. Рада всех приветствовать. Сегодня я собралась с двумя крутыми портфельными менеджерами. Меня зовут Юлия, и я здесь консультант единственный, который не сертифицирован по портфельному управлению, но тем не менее консультант, тренер по управлению изменениями и управлению проектами. Портфельное управление. Многие считают, что это ненужная штука в организации. Чем мы думаем? Начнем с того, что многие не знают, что это такое. Поэтому, если человек не знает, что это такое, он не может считать, что это не нужно. Убеди меня, что это нужно. Вообще убеждать... Да, продай эту ручку. Убеждать кого-то бесполезное, бестолковое дело. То есть мы приходим, когда разговариваем с человеком, интересуемся его проблемами, болями, и, возможно, наводящими вопросами мы можем узнать, что ему действительно не хватает портфельного управления в компании. Да, но он этого не знает, и тогда имеет смысл небольшой ликбез проводить, что такое портфели, как они соотносятся со стратегическими целями компании. Ты об этом не хуже меня знаешь. Вообще интересный вопрос насчет портфельного управления. Дело в том, что многие топ-менеджеры компаний слышат выражение «портфельное управление», и им кажется, что это срочно нужно. Но как ты, Эрнар, и сказал, не совсем понимают, что это такое, и самое главное, зачем это нужно. Но когда мы объясняем, зачем это нужно, и кажется, что это звучит очень привлекательно. Например, вы сможете пользоваться своими ограниченными ресурсами по максимуму. Как классно, да? Бюджета мало, но мы это сделаем. Кстати, денег всегда мало. То есть это, конечно, привлекает всех собственников бизнеса, топ-менеджеров. А потом они сталкиваются с интересным моментом, что теперь с портфельным управлением они не могут осуществлять все проекты, которые они хотели. Коллеги, что вы считаете про разрыв между реальными возможностями в рамках портфельного управления любой компании и желанием топ-менеджеров осуществлять различные вдохновляющие проекты? А эти вдохновляющие проекты вообще к стратегии ложатся? Хороший вопрос. Чаще всего нет. Например, мы производили велосипеды, а сейчас будем производить женскую линию одежды. Премиум-класс. Да, мне кажется, я понял, о чем ты говоришь. Что хотелки собственников не всегда ложатся под ресурсы, и это сюрприз для многих людей, что, оказывается, нужно в условиях ограниченных ресурсов нужно приоритизировать, планировать и руководствоваться стратегией, видением, миссией, цели и задачи. А еще обучать, да? Еще обучать. Еще самая большая проблема в портфельном управлении то, что топ-менеджеры теряют тотальный контроль, то есть governance, система управления, наличие всяких управляющих комитетов лишает возможности волевым решением махать шашкой и продвигать свои решения. Как собственник ты имеешь право наложить вето на решение твоего управления и так далее.
Но для многих это неприятный сюрприз, и Ну да. отпустить, да, делегировать и принять решение. А что насчет того, что портфельное управление улучшает видение, что в организации творится, и некоторым это невыгодно? Я думаю, что как раз об этом, но немного иносказательно говорит нам сейчас Эрнар. Действительно, вот Эрнар употребил слово «махать шашками». Это один момент, что хочется, чтобы все пожелания топ-менеджмента выполнялись. Но второй интересный момент, что действительно, когда налаживается портфельное управление, а в рамках портфельного управления налаживается управление каждым проектом, а это не секрет, что проектный менеджмент, он практически не оставляет места для коррупции. Да, Да. как считаете? Или оставляет? Ну, маневр есть всегда, на ход ноги, как Это уже говорится. становится сложнее, да, намного. Да, вот и портфельное управление вот этот момент как раз усложняет, да, который связан с коррупцией, поэтому, конечно, не всем на самом деле потом оказывается, что нравится портфельное управление, хотя умом все понимают, что это действительно нужно. А вот, коллеги, у вас хорошо, есть да. какие-нибудь кейсы из жизни, да, допустим, когда вы столкнулись с таким разрывом необходимости и реальности, или, может быть, у вас есть успешные кейсы? В общем, начиналось это так. Я пришла в организацию, мне сказали, вот он список, и скинули список с ноутпада наших проектов. Я говорю, хорошо, а что и дальше? Ну вот, разбирайся, да, это наш портфель. Разгребайте, пожалуйста. Да. То есть потом начали это уже раскладывать на нормальные портфели, кто там является спонсором, оунером, да, бизнес-оунером, проектным менеджером, что он в себя включает, что не включает. Начали уже раскрывать всю эту тему и понимать, что у нас информации не хватает, никто не понимает, что за проекты. Существуют они там в головах в организации 2 людей, да, а остальные понятия не имеют, живы своей реалией. В общем, это очень хороший дал такой чистку, да, инвентаризацию действий и вообще всего, чем организация живет. Оптимизировали, убрали половину этих проектов. Это были как бы не самые нужные, Балласт. скажем так. Да, это балласты, которые кто-то делал, потому что кто-то начал, а потом как-то жалко это бросать дело, да, ну давайте доведем, сколько можно на это ресурсов тратить. Ну, в общем, убрали такие проекты, добавили какие-то более, наверное, нужные. Это вот дало вот большой visibility, да, чем организация живет. Вот это вот успешный. А был неуспешный опыт. Вот тут тоже Да. очень интересно узнать. Это когда visibility помешал очень многим людям. Да, я думаю, здесь тоже такие бывают, да, портфели. Да, вот у меня был случай обратный тому, что привела ты, когда приходишь в компанию, перечня проектов нет, потому что тебе говорят, у нас один проект, но он стоит $9 миллиардов и длится 9 лет. Я говорю, Отлично. таких проектов не бывает. Это есть случаи мегапроектов, но опять же начали разматывать. Очень известный в Казахстане проект, поэтому не буду раскрывать, кто догадается. Там 3 программы, куча подпроектов, подпрограмм, операционка. И через там какое-то время оказалось, что там проект состоит из 36 подпроектов, 3 программы основные, и надо, оказывается, 36 проектных менеджеров и 3 программных менеджера. Неожиданность. Да, они сказали, а где мы возьмем? Дорого. Это же дорого. Они рассчитывали, что один проектный менеджер вытянет проект стоимостью $9 миллиардов 9 лет. Классно, поэтому это назвали проектом, да? Да, и я сказал, ну покажите мне этого PM. Ну, показывают мне PM, я говорю, ему надо памятник поставить, если он это сделает. Надо сразу президентом всей планеты Земля назначать, потому что Какой-то супермен. Прям. Супермен, Да. супергерой. Ну, интересный момент. А я вот в своей работе такое заметила, что мы вот сегодня обсуждаем с вами, да, вопрос, а вообще мало, что ли, проектного менеджмента, да, то есть еще нужен какой-то там портфельный менеджмент. А на самом деле я что заметила, что у меня есть несколько заказчиков, которые приходят ко мне в компанию Reward Consulting и просят настроить им портфельное управление. И портфельное управление, его ведь невозможно построить без проектного управления, поэтому мы начинаем всегда снизу, с проекта, да, настраиваем проектное управление, одновременно ведем работу на уровень выше, где находится портфель, верно, да, там еще есть программный такой уровень, да, управления.
И потом самое интересное начинается, потому что портфель, он же всегда привязан к стратегии, Ну, и тут сюрприз, заказчик понимает, что на самом деле его стратегия не до конца проработана, мгм. то есть внедрение ниже лежащих уровней просто невозможно, пока не проработано стратегическое управление в компании, пока не написана стратегия, и самое главное, пока еще не определены индикаторы, по которым мы поймем, вообще стратегия выполняется компанией или Мгм. нет. Вот у меня вот такие случаи, прям один за одним. А с чем измерять, да? Эффективность портфеля. Оказывается, еще измерять что-то надо. Ну, Да. То есть чистить подвалы нужно после того, как очистил пентхаус. А мне нравится эта аналогия, можно я позаимствую свою работу? Пожалуйста. Да, А как вы хорошо. думаете, есть смысл говорить про lean funding? Это когда мы даем ресурсы, да, и фондируем проекты в зависимости от того, когда они начинаются и когда они должны стартовать. Сейчас новое направление agile funding, да, когда ты Мгм. не fixed budget делаешь, а гибко подходишь к проектам. Но опять же, это доверие к проект-менеджерам, это культура, Мгм. потому что нашим проектным менеджерам не доверяют, не дают им возможность управлять своими бюджетами. Мгм. Некоторые не знают зарплат своих сотрудников, которыми должны, по идее, управлять. Да. Называют проектных менеджеров проектными координаторами. Ну, Мгм. в общем, и в таких условиях там не то, что портфельное, там проектное не работает. Мгм. Поэтому говорить о бюджетировании по необходимости. И Да. у нас привычно там бюджетируем на 3 года, годовой план закупок, и шаг влево, шаг вправо считается отклонением и требует расследования. Поэтому все печально. Не просто все печально, а еще такой момент, что наша культура в нашей части света, я сейчас говорю про Казахстан, да, Мгм. она ну, не совсем подстроена под концепцию just in time, строго вовремя. Мгм. Потому что мы даже на свадьбы опаздываем на несколько часов, да, что говорить уже про фондирование. Ну да. Но в целом мне нравится вот эта концепция, идея, да, потому Мгм. что на самом деле у компании всегда ограничены деньги, всегда ограничены люди. Поэтому зачем откладывать деньги на фондирование, если нужно Мгм. подождать до того момента, когда придет необходимость. Плюс, вот, Эрнар, я с тобой тоже абсолютно согласна, сейчас у нас мир так быстро двигается, надо очень быстро реагировать, в том Да. числе и в рамках портфельного управления. Но вот эта разница мышления, может быть, и Мгм. вообще порядка формирования бюджетов, она, конечно, играет большую роль. Это вот одна из проблем, почему в Казахстане портфельное управление внедряется тяжело. Анара, как в Дубае? Гибкая. Это зависит от компании, на самом деле. Очень жестко привязано к фондированию. То есть, если компания имеет схему внутреннюю, да, финансовую, когда они могут давать определенные, так скажем, суммы бюджета на определенные фазы проекта, это, конечно, работает отлично. Но если вот как в твоем примере мы бюджетируем проект там, на 3 года или даже на год, то вот он, 1 января, да, твой бюджет реализовывай. Он тебе на год, он Да, тебе на год. а у тебя еще и планов нет. Крутись как хочешь. Да, а деньги там сгорают, проценты капают и так далее. Да, это очень сильно зависит от компании, как они это все рассчитывают. Ну и плюс нужно уже с финансовыми, да, директорами, CFO разговаривать и им объяснять, что нет необходимости фондировать всю сумму проекта на год, да, сейчас, в начале. Вот мы там делаем первый платеж, не знаю, там в марте, потом и так далее. И еще объяснять между ними, что бывает еще agile фондирование, да, а может быть еще с этим поиграемся, да. Ну, на самом деле, вот, коллеги, я хотела бы у вас спросить, вот Анара, Эрнар, в Казахстане вот одни из немногих держателей сертификации Portfolio Management Professional от Project Management Institute, у меня ее нет, поэтому я Пока? вас как пока, да, вас как более опытных коллег хотела бы спросить, насколько большое внимание в международных сертификациях и вообще стандартах уделяется agile управлению портфелем, то есть гибким? Ну, если про сертификацию говорить, в данный момент она существует в формате 2011 года Да. и не менялась и в стандарте управления портфелями. Там Мгм. отсутствует упоминание вообще agile. И вообще эта сертификация, она для агашек. То есть человек, который достиг всего и который хочет как-то легализоваться,
портфельный менеджер. То есть она очень простая, и я думаю, для тебя не составит труда получить ее. Единственное, самое сложное — это пройти панельное согласование, panel review, более 15 лет стажа. Да, полностью с тобой согласна. Сама сертификация, она достаточно устарела. Это просто доказательство твоего уровня, наверное, знания, да, и деятельности по большей части. Но, тем не менее, статистически очень мало людей по миру владеют. И даже в Казахстане, вот насколько, 3-4? Четверо уже, да, все равно не показатель. Я думаю, что портфелей у нас поболее будет. И офисов управления, я надеюсь, Кажется, проектами. я так думаю, я нашла 2 потенциальных кандидатов на внесение изменений в новый стандарт по портфельному управлению. Да, с радостью, да. Добавьте туда гибкость. Я думаю, они без нас справятся. Просто здесь такая двойственность. Во-первых, портфельный менеджер, когда мы слышим портфельный менеджер, в голове вспоминается Волк с Уолл-стрит, человек, который... То есть это правда, это сертификация PMI, она справедливая, адекватная для таких портфельных. Но есть другие портфельные, которые управляют реальными проектами. Там asset, не только financial asset management, но и реальными проектами. И стандарт предлагает универсальные инструменты для тех и других. Но те, кто управляет вот там многомиллиардными корпорациями, не нуждаются в подтверждении, да, у них другие ценности. Но как бы поэтому так мало PFMP в мире, 1500 всего, да? Да. А вот, коллеги, как бы вы назвали портфельное управление проектами или портфель проектов, чтобы люди не путались между понятием инвестиционных там акций и все такое, да, financial asset management? Ну, я и всегда проектом. добавляю, да, то есть это проект. То есть портфель проектов. Да, портфель проектов. Потому что когда говоришь портфельное управление, они такие, ага, какие у тебя там начинаются, да, asset equity и так далее. Сколько акций у тебя, да? Смысл тот же, мы инвестируем. Сколько под управлением? Да, но мы миллиардов. инвестируем уже в портфеле. Механизмы немножко другие. Когда ассетами, что там? Ты управляешь информацией по компаниям, да, правильно? Но пользуешься теми же самыми инструментами. У нас портфельное Efficiency управление посложнее будет, да. Тут у нас есть коммуникации, как насчет Люди еще этого, замешались, да? стейкхолдеры разного уровня. Ну, на русском языке легко разграничить. Есть управление портфолио, есть портфельное управление. То есть управление портфолио проектов — это просто портфолио, это какой-то пакет инвестиций, недвижка, крипта, там, акции и так далее. Это люди, которые занимаются математическим моделированием, статистикой и где-то играют в рулетку. Они используют те же самые инструменты, что и люди, которые управляют портфелями проектов, наполненные реальными, что называется, endeavors, и усилиями, и реальные люди, которые стоят на земле и кидают там лопатами землю, да, они то же самое делают, просто, может быть, меньше подвержены всяким неопределенностям и работают с реальными какими-то, с реальными базами данных, которые касаются реально физического мира, а не виртуальных цифр. Ты затронул очень интересную тему про людей, которые как раз-таки и работают над проектами, да? У вас были примеры, когда к разным стейкхолдерам относились индивидуально или с особой стратегией для того, чтобы улучшить результаты проектов? А можешь поподробнее вопрос с примерами? Ну, там, допустим, у вас есть стейкхолдеры проектов на руководящих должностях, да, или там управленцы, рабочий класс, и до разных стейкхолдеров по-разному информация предоставляется, с ними по-разному ведется работа, разные мотивационные программы, опять же, нацеленные на доставку результатов проекта. У меня есть такой слайд, я всегда показываю, в общем, разница проектные менеджеры, программные и портфельные, да. Кроме вот этих очевидных вещей, что они управляют проектами, программами, портфелями, это есть такие понятия, как близость к стратегии, близость к тактике. И еще у меня такая градация есть человеколюбие. То есть на уровне проектных менеджеров ты обязан работать с людьми, ты должен быть коммуникабельным и очень общительным. Это твоя работа с людьми. Чем выше ты к портфельным менеджерам, тем меньше требований по человеколюбию к тебе применяется. Возможно,
может, не очень хорошо звучит, но портфельные менеджеры такие иногда бывают людоедами и довольно успешными. То, что неприемлемо для проектного менеджера, те качества по отношению к стейкхолдерам, командам, неприемлемы на уровне портфеля. А как же насчет ресурсов? Дай мне ресурс на тот проект и забираешь с другого проекта. Нет, это как бы можно быть и чудаком на букву «М» Да. и быть успешным портфельным менеджером, Да. но быть проектным менеджером и быть неприятным, быть агрессивным, это уже... Недопустимо. Да, не то, что профессия сама не позволит, тебе Она ты тебя долго не просто протянешь. выплюнет оттуда. Да, а вот портфельный менеджер, он не так сильно общается с людьми, не так активно, не так много совещаний, поэтому дозволено быть неприятным, мерзким старичком. На самом деле задачи-то, они стоят как раз такого характера, в целом, если вот так очень просто сказать и напрямую перед портфельными менеджерами, что нужно навести порядок в целой системе проектов компании, а тут еще операционная деятельность добавляется. Поэтому я думаю, на это имеются свои такие веские основания, что человеколюбие — это не про портфельных менеджеров, да. Я, например, твой вопрос вообще по-другому поняла, да. Мое мнение, что мое экспертное мнение, прошу заметить, да, что пока в нашей части света полноценное портфельное управление, так как оно, допустим, описано в международных стандартах, оно невозможно. Потому что есть еще культурная специфика, которую любой менеджер, работающий с изменениями в компании, должен тоже учитывать. У нас очень сильная такая иерархия по части власти часто в компаниях. Особенно, наверное, об этом знают те мои коллеги, кто работает в квази-госсекторе, да, то есть иерархия всегда есть. Это значит, что чье-то мнение действительно может быть важнее другого мнения, да. В десятки раз. В десятки раз, и никакая международная методология здесь не довод, да. Сама профессия портфельного менеджмента, она только начала развиваться в нашем регионе, поэтому мы не можем здесь, наверное, сразу требовать какой-то революции про человеколюбие, но чем больше компании будут внедрять портфельное управление, у них будут освобождаться ресурсы на то, чтобы направить их на человеколюбие, потому что сейчас человеколюбия нет, потому что компании перегружены кучами проектов, которые захотели очень многие влиятельные заинтересованные стороны. Но как только мы начнем международные стандарты все более качественно внедрять, нашими силами, коллеги, да, я думаю, что ситуация изменится к лучшему. Ну, будем надеяться. Да. Ну, надеюсь, доживу. Смотря сколько лет ты еще собрался жить. У тебя есть какой-то план? Есть пессимистичный, реалистичный сценарий. О, да. это настоящий Всё, как мы портфельный любим. менеджер говорит. Да. Я просто заметила в своей работе, чем больше времени я уделяю именно на то, чтобы построить взаимоотношения с важными стейкхолдерами моего портфеля, да, или моих портфелей в данном случае, тем легче это идет. То есть уже знаешь, кому как обратиться, с кем как работать, кого как там, какие аргументы использовать, да, на тот или иной случай. Это сильно помогает. В то же время есть, конечно, такие люди, которые там сидят в своем кабинете, да, в кресле и говорят там письмом: это важнее, бегом туда. А может быть, ты посоветуешь нашим слушателям, как лучше узнать поближе стейкхолдеров по своему портфелю? Узнать их интересы. То есть вот они сидят в компании, работают, да, вот в чем их интерес? Их интерес в успешности их подразделения, либо есть какие-то личные амбиции доказать, что он тут самый лучший руководитель и лучше всех там прибыль приносит, да, компании, допустим, или лучше всех экономит. То есть и вот именно вот этими вот интересами этого руководителя как раз-таки играть. То есть в каждом случае это по-разному, да. Вы самый лучший руководитель? Отлично. Давайте поговорим, где мы можем это показать, да, в каких проектах мы это можем показать, и именно акцентировать на это. Либо вот вы экономите, отлично, хорошо, вот этот проект у нас экономит много ресурсов, да, там, или денег. Эрнар, это как-то звучит как портфельный манипулятор, да? Возможно, я как бы не отрицаю, да, но... Я согласен, что взаимоотношения со стейкхолдерами — это большая часть портфельного менеджера, его каждодневной деятельности. Просто я, допустим,
у меня склад ума не такой, я не люблю с людьми особо общаться. Спасибо, что согласился на этот подкаст. Надеюсь, мы тебя не слишком утруждаем, да? Ну, дело в том, что я знаю свои слабые стороны, и я налегаю на техническую сторону вопроса. То есть мне больше интересно там всякие строить AHP, ANP, модели, там, приоритизация, там, какие-то экселевские таблички. И я знаю, что с людьми надо разговаривать и надо и узнавать, но так как у меня это плохо получается, я как бы фокус даю на то, что у меня хорошо получается. И вот была обратная связь, что когда я демонстрировал вот эти все методы, инструменты, я понимаю, что я не могу их убедить. Мне поступил комментарий, что это псевдоматематика, что ты пытаешься оцифровать то, что невозможно оцифровать. Но как по-другому принимать взвешенные решения, я не знаю, поэтому я к тому, что есть технические навыки, в которых я надеюсь, что я силен, есть мягкие навыки, power skills, soft skills, в которых я не силен и не пытаюсь туда лезть. Но вот у Анары больше упор туда, и я прям восхищаюсь. Вот если это все скомбинировать с техническими, то вообще будет супер портфолио менеджер. Давай работать вместе. 2 получеловека. Я думаю, это очень выигрышный подход работать вместе, 2 полноценных человека, да, но с разными сильными сторонами. Почему? Потому что есть такое исследование, о котором я узнала на одном из тренингов, который я проходила. Тренинг назывался «Управление коммуникациями в инвестиционной сфере». И в этом исследовании говорилось, что на самом деле, несмотря на то, что инвесторы смотрят, они инвестируют деньги для того, чтобы вытащить оттуда деньги, то есть вроде бы им и должна коммерция править, но большинство инвесторов действительно выбирает цели инвестирования на эмоциональной основе. Вот это интересный момент, потому что, да, человек смотрит, вроде бы есть 5 потенциальных проектов, куда можно направить деньги, но один из них выглядит не очень привлекательно с точки зрения бизнеса, зато есть другой, который выглядит более привлекательно с точки зрения цифр. Но вот этот первый проект, он напоминает о чем-то из детства, как бабушка готовила блинчики или что-то такое. И все, инвестор принимает эмоциональное решение. При этом я считаю, что такие эмоциональные решения должны обязательно дополняться математикой, псевдоматематика или как это назвать, потому что не зря эти научные теории вообще появились. Я очень доверяю науке, это действительно объективное принятие решений, скажите же, коллеги, да? Да. И когда мы можем одновременно и субъективно, и объективно принимать решения, это же класс. Да, я согласен, что здесь должен быть баланс. Для примера, у меня есть портфель в одном инструменте для инвестиций. Там я использовал paper money, то есть взял $100 000 виртуальных, не моих, и взял 2 портфеля, сформировал. Один я принимал решение, куда инвестировать на базе каких-то эмоций. Прочитал Илон Маск, там что-то там упал, и там споткнулся и на коврике, и цена коврика производителя взлетела в 1 000 000 раз. Посочувствовал Илону Маску, да? Я вкладывался вот в это. И второе, с помощью AHP модели просто ранжировал, попарное сравнение всяких критериями там надежность, инвестиции, возврат, надежность, еще ESG тоже параметры. И вот то, что на эмоциях, тот портфель, он, конечно, со $100 000, он сейчас где-то $10 000 от него осталось. А тот, который я делал вот согласно модели, ну, это очень легко рисковать, когда это не твои деньги. То есть, и там сейчас прирост 4-кратный, сейчас там $400 000. Математика есть математика. Это решение принимались хладнокровно на основании модели, она у меня есть в компьютере. То есть вот чем занимается портфельный менеджер. Да, в этом есть преимущество портфельного управления. То есть у тебя есть все метрики, и ты согласно этим метрикам делаешь оценку, да? Оценку, как мы хорошо двигаемся, плохо двигаемся, нужно, не нужно. Роль портфельного менеджера как раз-таки всю эту аналитику предоставить всем для принятия решения. А в организациях, когда нет такого человека, там уже эмоции, да? А еще и какие. Да. Да, более того, я думаю, что сама профессия портфельного менеджера, она не появилась бы, если бы не было такой необходимости
хладнокровно принимать решения по проектам. Есть статья Генри Портмана, он, по-моему, голландец, 50 проектов, которые навредят вашей компании. И там классификация проектов есть. Pet Project, есть White Elephant Project, есть Pram Banana Project. То есть 50 вредных проектов и стратегии по их реализации. И вот то, что ты только что озвучила, на эмоциях какой-то, это Pet Project, когда первый руководитель из-за каких-то сентиментов продвигает и не дает умереть естественной смертью какому-то убыточному проекту. И есть классификация, то есть портфельный менеджер может классифицировать и указать, что есть признаки зомби-проект, есть проект осьминог, есть подводная лодка, и сказать, вот вы сами не понимаете, что там, из 100 проектов вы за счет там, 10 суперуспешных финансируете 90 убыточных и финансируете свое, можно сказать, безумие, потому что бизнес должен приносить деньги в конечном итоге. У меня еще другой вопрос. Вот портфельное проектное управление говорит, что коммуникация, она должна построена и нацелена на особенности или желания стейкхолдера. Да? Там, допустим, один любит, чтобы это был attachment, второй, чтобы это был PowerPoint слайд, третий любит, чтобы это прям картинка была в письме, а четвертый, чтобы ты пришел ножками и отчитался. Да? У вас на практике это используется или, в принципе, это вот у нас есть стандартный, скажем так, отчет, по которому это должно сдаваться, а все остальное — это плюшки? С учетом нашей специфики, когда проектный менеджер делает отчет и приносит руководителю, руководитель, не читая, просто говорит, расскажи мне, что в этом отчете. То есть ты не уважаешь время проектного, ты считаешь, что твое время гораздо важнее, чем время проектного, ты заставил его потратить энное количество времени. То есть это элементарное неуважение и просто нивелирует вообще смысл проектного, портфельного и любого другого. Мы, как нация, как очень молодая, горячая нация, нас нельзя сравнивать с американцами, которые увязли в своих стандартах, так как PMI-евские стандарты, все это американские стандарты для американцев, нельзя просто взять и наложить лекало на нас. Наши реалии, да? Получим наибольший бенефит, если будем следовать больше процедурам. То есть то, что американцы пытаются сейчас откатить назад и внедрить agile, для нас это неприемлемо. Для нас, наоборот, мы находимся на той стадии зрелости, где нам, наоборот, нужно насаждать установившиеся процедуры, политики, шаблоны, следовать, как немцы, да, а не так, как закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Вот. И это ответ на многие там проблемы, которые испытывают отечественные компании. И нельзя сравнивать, то там у американцев сейчас наоборот откат от процессного управления к принципам. К индивидуализму. Да, у нас это наоборот, у нас цветет бурным цветом вот это. Слишком много креативности и слишком мало процессного. Юль, что ты думаешь? Как вы хотите все уничтожить, все эмоции и оставить только процесс? Я как раз-таки топлю за индивидуальный подход. Конечно, это требует больше ресурсов проектного менеджера, прочих специалистов, да, в команде, безусловно, если там под каждым подстраивать канал коммуникации, это все время. Да. Безусловно. Тем не менее, а как вы думаете, а на чем вообще строится доверие в команде? Разве армия или роботы могут друг другу как-то доверять? Да? Доверие строится на том, что мы все стараемся найти индивидуальный подход друг к другу. Это просто психология. Если в какой-то момент мы послушаем какого-то очень важного стейкхолдера в нашем портфеле, и как было у меня на проекте, да, что мы пытались всем отправлять по имейлу, да, отчеты, но постоянно вот топ-менеджер находился в командировках, и он говорит, у меня не везде там хороший интернет, я пока дойду до компьютера, мне, пожалуйста, можно на WhatsApp напрямую отсылать? Ну, в данном случае от нас это не требовало каких-то больших затрат, и он увидел, что мы пошли ему навстречу, да, и просто тот же самый отчет отправляю по WhatsApp, хотя об этом надо было помнить, внимание, в наше время помнить, это тоже работа, правильно же, да? Ну, я к чему, что, наверное,
полностью человеческий аспект из этого момента я бы не убирала, потому что мир сейчас держится только на том, что мы друг другу доверяем, и что мы находим друг другу подход, а мы все очень разные. Я думаю, что в управлении сторонами, в том числе по их коммуникационным потребностям, важно это учитывать. Но да, к сожалению, это все очень долго и муторно. Это правда. Долго и муторно, да. Но это намного эффективнее. У тебя так, да? Да, то есть я знаю предпочтения спонсоров разных проектов и предоставляю им отчетность для принятия решения в разном виде, одну и ту же информацию. Кто-то любит смотреть на таблицу, кто-то вот у нас есть прям любитель PowerPoint, да, PDF скинешь, нет, это не то, я должен PowerPoint получить, чтобы там взять и подкрасить. Да, кто-то вот категорически, вот мне, пожалуйста, в тело письма вот. Мне не важно, как ты и что ты там делаешь, но ты должен сделать условно, да, там скриншот и эту картинку вставить, чтобы вот он открыл и увидел. Но это ускоряет. То есть предоставляешь информацию в том виде, в котором они привыкли получать ее, это ускоряет принятие решения. Они намного быстрее дают эти решения, нежели они будут привыкать к твоей новой отчетности, да, потом задавать вопросы и понимать твою новую отчетность. И вот это время, оно в портфельном управлении, по крайней мере, в моих портфелях, оно очень ценное. Экономит очень много времени и быстрее движется. Я немного не согласен. Опять же, специфика Казахстана. У нас WhatsApp-тоталитаризм. И WhatsApp доминирование. Вот откуда этот WhatsApp взялся. WhatsApp менеджмент, то есть другие средства коммуникации вообще не используются, имейлы никто не проверяет, вообще от слова совсем не пишет имейлы. И это просто катастрофа, это ведет к выгоранию, потому что ты 24/7 с этим телефоном, и на кончиках пальцев ты моментально должен отвечать, и все происходит в WhatsApp, и это огромная переписка. Насчет коммуникации сейчас моя мысль в том, что я, наоборот, не могу людей загнать в нормальные цивилизованные каналы коммуникации, чтобы... То есть я рекомендую там наказывать за то, что какую-то важную переписку в WhatsApp, а куда деваться? Потому что доходит до абсурда, конфиденциальная информация пересылается через WhatsApp, и это сплошь и рядом, и никто не отслеживает. Поэтому то, что за рубежом проблема, как людей сделать более гибкими, у нас наоборот, у нас расхлябанность, нам надо наоборот загонять людей в рамки, заставлять в процесс, заставлять их привыкать к инструментам, да. То есть другая ситуация. Портфолио менеджмент как стандарт, он разработан для американцев, американцами, а мы, казахи, нам нужно делать поправки на то, что... Давай напишем свой. Еще одна идея, да? Стандарт по WhatsApp менеджменту, пожалуйста. Да, когда с иностранцами ты разговариваешь, вы вообще, вы когда спите, вы ночью там по WhatsApp отвечаете, да? Сидите. И ожидают такую же отдачу от иностранцев, которые ждут, у них другое представление, там, они хотят переписку в имейлах. И чтобы ее можно было отследить, чтобы можно было без вот этого истерии, там, вы мне не ответили 35 секунд, почему вы мне не ответили, да? То есть дайте время прочитать, я был в другом месте, на другом совещании. Вот это проблема. То, что постоянная обратная связь. Ожидается 24/7, это ведет к выгоранию. Выгоранию ведет к неэффективности. Поэтому надо загонять всех процессы, останавливать вот этот бешеный ритм. Он ни к чему хорошему не приводит. Ошибки. Я думаю, что у нас назревает тема следующего эпизода, которая будет называться мультикультурное сотрудничество. Как работать на проекте и в портфеле, если вы все с разных стран? Об этом я могу очень долго говорить. Я представляю. Да. Давайте, наверное, уже подойдем к концу, да, нашего подкаста. Ваш dream портфолио менеджмент, он какой? Ну, я бы сказал, что если идеальная компания, где внедрено портфельное управление, там налажены все комитеты, там есть установившаяся культура, проекты залетают в такой стримлайн, соответствие со стратегией,
такая растет грядка ухоженная с цветами, с полезными растениями. Если прорастает какой-то сорняк, то его моментально, ну, во-первых, он не может попасть на эту грядку, то есть она вся такая культурная, Фильтруется. прореженная, да. И если какое-то растение там захиляло, захворало, то его немедленно вырубают. И все это происходит в автоматическом режиме. Авторитет руководства не подминается авторитетом управляющих комитетов, такой баланс. Да, вот это очень важный момент, который ты последний отметил, да. Мое идеальное портфолио проектов, да, портфель, это когда он работает так, как изначально и ожидалось от него, да, то есть, во-первых, деньги компании не расходуются на те вещи, на которые сейчас не надо расходовать деньги. Первый момент. Второй момент, что вот как раз о чем Эрнар в конце своего комментария сказал, да, что культурная готовность есть у руководителей к портфельному управлению. То есть, если мой проект как топ-менеджера зарубили, потому что он сейчас не подходит стратегии компании, я не оскорбляюсь. Это нормально, потому что бизнес есть бизнес, да. И третий момент. Мой идеальный портфель проектов — это когда проектные сотрудники не перерабатывают, не плачут в туалете, потому что они устали, и им надо срочно в отпуск, что и бывает, когда у нас не налажено портфельное управление, потому что сотрудникам приходится сразу работать на многих-многих проектах. Это переработка. Счастливые сотрудники. А как у тебя? Для меня портфельное управление — это прозрачность в первую очередь. Прозрачность того, что мы действительно делаем проекты важные для компании, для стратегии, да, прозрачность того, куда деньги утекают и почему. Опять же, это в инвестировании в проекты, нужные, ненужные относятся, и прозрачность в управлении ресурсами. То есть всегда в компании есть, скажем так, сотрудники, которые важны для всех проектов, да, и вот они как раз-таки в туалете и плачут, потому что им надо быть и там, и там, и там, да, но в моем идеальном портфеле мы точно знаем, в какой момент, в каком проекте этот человек задействован, скажем так, на какое количество часов, и мы в портфеле понимаем и управляем временем этого человека, и мотивируем его в это время работать на этот проект, да, то есть предоставляем все эти условия. То есть capacity, capability. Да. Я бы пошла работать в такую компанию. Отлично. Ну. Всё? Да. Done.